Привет! Как дела у всех? Сегодня появились последние новости о Тэхёне, одна из самых обсуждаемых связана с тем, что он рассказал о концерте Хобби. На этот раз он привлек наше внимание не только своим захватывающим выступлением, фирменным стилем и всегда ярким внешним видом, но и чем-то гораздо более личным, чем он поделился. В недавнем клипе Тэхён откровенно рассказал о своих чувствах во время концерта, и для тех из нас, кто следил за его историей с Чунгуком, были некоторые поистине трогательные детали. Он сказал, что, наблюдая за выступлением Хобби, был момент, когда он не смог сдержать эмоций и пролил несколько безмольных слез. Он также сказал, что когда Чунгук вышел на сцену, чтобы спеть с Хобби, у него встал ком в горле. Это было невероятно трогательно, он даже признался, что тогда ему было неловко. Вот что привлекло наше внимание больше всего: редко можно увидеть, как он так открыто говорит о том, как эмоции влияют на него, особенно когда дело касается Чунгука. То, что Тэхён говорит так без фильтра, показывает, что он чувствует, не боясь осуждения. Это был явно особенный момент для него. Концерт в Хобби был, конечно, важен, но для многих самым важным было снова увидеть Тэхёна и Чунгука в одном помещении, смотрящих друг на друга, поддерживающих друг друга и укрепляющих друг друга. Во время шоу Чунгук и Тэхён поделились несколькими памятными моментами, маленькими деталями, которые, если на них обратить внимание, раскрывали больше, чем казалось. Интересно, что в этом последнем видео Тэхён показывает, что момент появления Чунгука на сцене оказал на него настоящее влияние. Это было не просто волнение от выступления или ностальгия по прошлому, это было нечто более глубокое. Он вспоминал о том, что они пережили вместе на сцене, годы, которые они провели вместе, опыт, который объединял их не просто как коллег, но как пару. В этих воспоминаниях была нежность, гордость, даже намек на меланхолию. Тэхён не говорил этого прямо, но это чувствовалось. Когда он описывал ком в горле при виде Чунгука, невозможно было не представить себе силу их связи, в его словах была интимность, которую невозможно подделать. Чунгук был не просто товарищем по группе, он был не просто тем, с кем он работал годами, он был кем-то важным в ее жизни, тем, кто вызывал неконтролируемые эмоции. Многие фанаты заметили реакцию Тэхёна прямо перед тем, как Чунгук вышел на сцену. Этот пристальный взгляд, когда он кусал губу, словно что-то сдерживал, выдавал больше, чем он мог когда-либо сказать. Это была смесь восхищения, любви и, возможно, легкой тревоги. Он смотрел на нее с таким вниманием, которое уделяешь только тому, кто тебе действительно дорог. Недавно мы получили новости о Тэхёне, на этот раз мы видели, как он тренируется. Если и есть что-то, во что мы пришли к убеждению, так это то, что Тэхён всегда умудряется удивлять, его телосложение – часть этого. На этот раз он поделился коротким видео, на котором он тренирует руки, и он сделал это блестяще. Было несложно пересмотреть клип несколько раз, не только из-за его невероятного выступления, но и потому, что он демонстрировал часть его повседневной рутины, которой он редко делится. Мысль о том, что Чунгук тренируется с ним, делала это еще более особенным. Было почти невозможно представить Чунгука без Тэхёна, потому что они построили очень интимную и связанную жизнь. Эти двое предпочли прожить свои отношения конфиденциально, без необходимости раскрывать каждую деталь. Однако, когда они почувствовали, что пришло время, они находят тонкие способы рассказать нам что-то о себе, иногда с помощью фотографий, иногда с помощью прямых трансляций, или даже с помощью маленьких жестов, которые замечают только те, кто внимательно следит за ними. Это их способ говорить, не говоря ничего прямо. Отношения между Тэхёном и Чунгуком не нуждаются в видеодоказательствах, чтобы чувствовать себя реальными. Их связь чувствуется в том, как естественно все происходит между ними, в том, как они смотрят друг на друга, в том, как они поддерживают друг друга, в том, насколько им комфортно вместе. Со временем многие пытались поставить под сомнение их отношения, всегда находятся причины их дискредитировать или поставить под сомнение. Но правда в том, что они никогда не расставались, они всегда были рядом друг с другом, как любая влюбленная пара, в хорошие и трудные времена, в спокойные и напряженные. Вот что делает их связь подлинной. Дело не в том, чтобы постоянно ее демонстрировать, а в том, чтобы по-настоящему ею жить.
Один особенно запоминающийся момент был, когда Тэхён сказал, что он почувствовал удушье и в конце концов заплакал, увидев Чонгука на сцене с Хобби. Эта эмоция не возникла просто так. Она отражала глубину их чувств друг к другу. Со временем они казались более расслабленными, более комфортными в том, что у них было, более свободными показывать себя такими, какие они есть. Это было видно потому, как они подходили друг к другу, как они смеялись вместе, как они наслаждались обществом друг друга. Каждый раз, когда они появлялись на камеру или делились чем-то, было ясно, что между ними стало больше доверия и привязанности. Отношения Тэгука не нуждались во внешнем подтверждении, они знали, что у них было, они явно заботились друг о друге, они понимали друг друга, и они любили друг друга. То, что они разделили на этот раз короткое видео с тренировкой, может показаться простым, но оно также рассказывает часть их истории. Это был взгляд на их повседневную жизнь, как они делили время и пространство, как они росли вместе, как в личном, так и в эмоциональном плане. Теперь, когда у них обоих больше контроля над своей личной жизнью и тем, что они хотят показать, им кажется комфортнее быть самими собой, меньше беспокоиться о том, что скажут другие. Это укрепило их отношения, они кажутся ближе, счастливее и, да, еще более влюбленными. Им не нужно скрывать или показывать это, они просто живут этим. В том, как Тэхён и Чонгук взаимодействуют, есть что-то, что давно приковывает внимание. Это не только их взгляды или жесты, это энергия, которая преодолевает границы. Когда они вместе, им не нужно много говорить, чтобы понять друг друга, как будто каждый точно знает, что думает или чувствует другой. Иногда взгляда, прикосновения руки или молчания достаточно, чтобы все стало ясно между ними. На протяжении многих лет фанаты замечали моменты, когда их близость кажется неприкрытой, она ощущается естественно, то, что просто течет естественно, когда они вместе. Например, они держатся за руки, как будто это самое обычное дело в мире, они массируют друг другу плечи или спины, они молча смотрят друг на друга, с таким спокойствием, которое не всегда встретишь среди участников группы. Важно помнить, такой жест не всегда можно увидеть у всех. Конечно, между всеми участниками группы есть привязанность, их можно почувствовать как семью, но отношения Тэхёна и Чонгука отличаются. Интересно, что они показывают этот жест не только перед камерами, они делают это и за кулисами, вдали от зрителей. Есть записи, на которых они за несколько мгновений до выхода на сцену мысленно готовясь. В эти моменты один из них всегда уделяет внимание другому. Иногда Чонгук наклоняется и шепчет что-то ему на ухо таким тихим голосом, что никто не слышит. В других случаях Тэхён кладет руку на спину Чонгука, словно пытаясь успокоить его. Эти сцены, хотя и короткие, многое раскрывают об их отношениях, простые, но нежные жесты, доверие и любовь. Один из самых запоминающихся моментов для поклонников – это когда Тэхён признался, что почувствовал сдавленность и даже заплакал, увидев Чонгука на сцене с Хобби. Он не просто поделился этим, он поделился этим с откровенностью, которая тронула многих. Такие эмоции не возникают из воздуха, это не просто групповая гордость или мимолетная радость, это нечто более глубокое. То, что Тэхён чувствовал в тот день, было отражением очень крепкой связи, которая выстраивалась со временем, опытом, постоянной поддержкой и любовью. С годами их отношение друг к другу изменилось, они кажутся свободнее, увереннее в том, что у них есть, и в том, как они это показывают. Кажется, их больше не так волнует, что говорят или думают другие, если они хотят обняться, они это делают, если хотят быть рядом, они делают это. Они тепло смеются вместе, как будто вокруг никого нет, как будто весь мир может подождать. Естественность, с которой они разделяют время и пространство, делает их отношения подлинными, нет необходимости в громких заявлениях, потому что их действия говорят сами за себя. В их заботе друг о друге есть что-то особенное, в бесчисленных интервью и записях видно, что они всегда внимательны друг к другу. Если Чонгук устал, Тэхён сразу это замечает, если Тэхён тише обычного, Чонгук ненавязчиво сопровождает его. Они легко понимают друг друга, объяснять не нужно. И хотя иногда они пытаются это скрыть или преуменьшить, их реакция говорит сама за себя. Всегда есть жест, взгляд, улыбка, которая подтверждает то, что многие и так чувствуют, то, что между ними настоящее.
Некоторые все еще пытаются отрицать или преуменьшать это, делая вид, что это просто обычная групповая дружба.